Привет, друзья! Вот и пролетели осенние праздники, и мы можем начинать приступать к созданию свечей уже для Нового года. Сегодня я буду показывать вам, как я делаю ледяные свечи, которые имеют достаточно древние корни, так как были созданы людьми еще до изобретения свечи как таковой. Нам понадобится лед. Я его заготовила заранее. Вот видите сейчас форма перед вами. Он представлен в таких формах, как соты, что-то мне напоминает такие пчелиные соты. Понадобится, естественно же, фитиль, острый нож. Я буду пользоваться воском. Это соевый воск для формовых свечей, которым мы с вами пользовались при создании трехцветных пионов. Кто не видел видео, я оставлю ссылку под данным. Также я буду пользоваться сегодня пустым пакетом от яблочного сока. Это будет моя форма, в которой я буду делать свечу. Ну что, приступим. На данный момент, что я должна сделать, это отправить воск на растопку. Начинаем на водяной бане топить воск. А пока он топится, мы приступим к подготовке формы для свечи. И так как я сказала, я буду пользоваться пустым пакетом от яблочного сока. Сейчас я возьму фитиль и примерно отмерю высоту, максимальную высоту свечи. И возьму немножечко 2 или 3 сантиметра ниже от меренной высоты. Отрежу вершок данного пакета, он нам не понадобится. Мы будем работать с нижней частью данного контейнера. Вот видите, какой он у нас получился. Немного влажный внутри, я пыталась промыть, но остатки воды остались, поэтому мы просто все удалим и сделаем нашу форму, этот контейнер, абсолютно сухим. Теперь нам нужно будет закрепить фитиль. Я, как всегда, буду пользоваться липучками для закрепления фитиля, так, чтобы зафиксировать его по центру контейнера. И я вам дальше буду показывать, как же легко и быстро можно сделать свечу. Вот наш воск практически уже растопился. Все, что нам сейчас нужно будет, это поработать со льдом, отделить кусочки льда от формы и засыпать их внутрь контейнера. Эти свечи, так называемые ледяные свечи, использовались в Скандинавии и в других холодных регионах для освещения домов с древних-древних времен. А мы с вами сейчас это воспроизведем дома. Эти свечи, ледяные свечи, имеют прекрасный и неповторимый дизайн. По мере таяния льда свеча будет приобретать разные формы и будет создавать удивительные световые эффекты. Постарайтесь аккуратно положить кубики льда так, чтобы фитиль оставался по центру. Я взяла 2 больших кубика льда, не все одинаковой формы, для того, чтобы посмотреть, какая будет разница. Старайтесь, когда вы заливаете растопленный воск, друзья, не заливать его в одну точку, чтобы не расплавить очень быстро лед. Лед должен таять постепенно, поэтому старайтесь равномерно. Вот я покручиваю слегка сам этот контейнер и наливаю воск. Все, что нам нужно будет потом сделать, это дать ему остыть. Вот, видите, я какая неумеха, разлила немного воск. Ну да, это не проблема. Итак, после того, как лед растаял, а воск застыл, все, что нам остается, это слить воду. Я пользовалась, естественно, раковиной. Если вам будет удобно сливать воду в тарелку или чашку, контейнер другой, это как вам будет удобно, с чем вам удобнее работать дома. Затем острым ножом, друзья, нам надо будет надрезать стенки данного контейнера бумажного и аккуратно извлечь из него свечу. Работайте, пожалуйста, осторожно, потому что свеча данного типа очень хрупкая. Помните, она как бы полая внутри, пористая, поэтому очень хрупкая и очень быстро может раскрошиться. Вот сейчас я достану свечу, и вы увидите, что наше изделие готово. Эти свечи полностью экологичны, и создавать их своего рода искусство, так как вы можете давать своей фантазии развернуться в полном объеме и создать свечу с ее уникальным стилем. Экспериментировать можно как с формами, так же с цветами и ароматами. Все, что нам остается сейчас, это обрезать фитиль и зажечь свечу.
Вот и все, друзья. В этом коротком видео я показала вам, как создать прекрасный декор к своему рождественскому или новогоднему вечеру. Если вам было интересно, поставьте, пожалуйста, мне лайк, как всегда. Я благодарна вам за помощь в продвижении моего канала. Новичкам я буду очень рада. Подписывайтесь. Я очень люблю общаться с вами, друзья. Ну что ж, встретимся в следующем видео, где мы будем продолжать делать разные новогодние и рождественские встречи. Я всем желаю мира, добра и увидимся в следующем выпуске. До встречи, друзья!